Действие начинается зимой 795 года. В тот период доктор Виктор Франкенштейн в своем неустанном стремлении к научным открытиям создает монстра, собирая части 8 различных трупов и оживляя его. Тем не менее, переполненный страхом и ужасом от своего творения, Франкенштейн покидает это создание. Оставленный на произвол судьбы, монстр выживает и в конечном итоге возвращается в дом Франкенштейна, ища мести. Убивает жену Франкенштейна, прежде чем скрыться в ночи. Франкенштейн полон решимости остановить свое творение, гонится за чудовищем. Зима слишком сурова для него, и он уступает холодам. Не найдя никого другого, монстр забирает мертвое тело своего создателя и хоронит его на кладбище семьи Франкенштейн. Однако прежде чем похороны завершатся, 4 демона внезапно нападают. Намереваясь поймать монстра и привести его к князю тьмы, Небариус. Посреди битвы появляются 2 воина Гаргульи, Афир и Кезия, чтобы вмешаться. Они шокированы монстром, потому что никто из людей не обладает силой убивать демонов. После того, как они забрали журнал Франкенштейна с его тела, грифоны уносят и книгу, и монстра в священную церковь, где представляют его королеве грифонов Леонор и ее верный помощник Гидеон. Монстры и грифоны не понимают, почему демоны так упорно стремятся доставить его к Небарию. Но проанализировав ситуацию, Леонор считает монстра безвредным на данный момент. Она затем знакомит его с Орденом Грифонов, который был основан Архангелом Михаилом для ведения вечной войны против демонов, включая Небария. Позже Леонор предлагает монстру убежище в крепости Грифонов, где он будет в безопасности от демонических атак. Однако существо отказывается, считая, что может выжить самостоятельно. Леонор уважает его решение и не заставляет оставаться, но дает ему имя. Адам, поскольку Франкенштейн не успел дать ему имя перед смертью. Хотя он выбирает не оставаться в замке, она все равно дает ему оружие – жезл с символом Ордена Грифонов, который может уничтожать демонов и изгонять их в ад на вечность. Тем не менее, в отличие от Леоноры, Гидеон не поддерживает присутствие Адама и считает его опасным. Он думает, что лучше всего убрать Адама, прежде чем тот причинит вред. Тем не менее, Леонора отвергает опасения Гидеона. Затем она приказывает ему запереть журнал Франкенштейна в самой безопасной части замка, в хранилище, чтобы Небариус никогда не смог его получить. Книга содержит полные детали создания Адама. Это сведения, которые не должны оказаться у врагов. Перед уходом Адама Афир и Кезия говорят ему, что он всегда будет желанным в замке, если ему понадобится защита. В итоге Адам уходит один, стремясь найти уединение в месте, где нет людей, демонов или горгулей. Проходит 200 лет, но Адам, созданный из тел мертвых, не стареет. Несмотря на попытки оставаться в уединении, демоны Небариуса в конце концов находят его. Но после многих лет наращивания силы, Адам легко справляется с ними. Осознав, что демоны не прекратят охоту за ним, он принимает решение. Вместо ожидания, когда они его найдут, он будет охотиться на них первым. С этого момента Адам посвящает себя уничтожению демонов. Он знает, что это лишь вопрос времени, прежде чем они снова придут за ним. В более развитом мире, чем раньше, Адам гуляет по городу и попадает в засаду к 3 демонам. В ходе битвы один из демонов убивает полицейского. В ярости Адам берет дубинку и быстро решается с 2 из них. Затем гонится за 3-м, который пытается сбежать. Тем временем Небариус скрывает свою истинную личность под личиной Чарльза, богатого бизнесмена. Под этой личиной он нанимает 2 ученых, Теру и Карла, чтобы исследовать теорию реанимации мертвых тел. Прежде чем начать эксперименты на людях, Тера и Карл проводят испытания на мертвых крысах, в то время как Чарльз наблюдает за их прогрессом. В офисе Чарльза появляется демон, который сбежал из предыдущей драки. Демон сообщает, что столкнулся с существом, способным убивать 7 демонов одновременно, как Гаргулья. Осознав, что речь идет об Адаме, Чарльз приходит в ярость. Он ударяет демона по лицу, разгневанный тем, что пока его товарищи погибли, тот сбежал как трус. В другом месте Адама приводят в крепость Гаргулей Афир, после того, как полицейский был убит. Гаргулы не могут позволить человечеству узнать о своей секретной войне против демонов, битве, которую они ведут веками в тени.
как королева Гаргулей, Леонор выдвигает ультиматум. Адам останется в тюрьме, пока не научится управлять своей силой ответственно. Между ними возникает жаркий спор. В конце концов, Леонор раскрывает, что когда она впервые встретила Адама 200 лет назад, она хотела его убить. Однако, как королева, она увидела в нем нечто, неиспользованную силу, отличающуюся от любой расы, включая Гаргулей. Он мог бы стать грозной силой против демонов. С другой стороны, Чарльз, будучи уверенным, что Адам находится в крепости Гаргулей, посылает своего сильнейшего командира, Зуриэля, чтобы начать атаку и захватить Адама. В ту ночь без колебаний Зуриэль ведет армию демонов, чтобы атаковать замок. Гаргулы, столкнувшись с внезапной атакой, сражаются с огромной ордой, пытаясь защитить свое святилище. В отличие от демонов, чьи души отправляются в ад после смерти, падшие гаргулы восходят на небеса. Во время хаоса демоны погибают, красные вспышки, а некоторые гаргули также умирают, синие вспышки. 103 characters. Понимая, что крепость в опасности, Гидеон, доверенный советник Леонор, приказывает Афиру и Кизяве охранять Адама в его камере. Когда демоны прорываются через двери тюрьмы, Адам требует оружия у Афира, настаивая на том, что он может сражаться вместе с ними. Не имея времени на обсуждение, Афир неохотно открывает камеру Адама и дает ему оружие для боя. Бой имеет тяжелую цену. Афир и Кизия, гаргульи, которые изначально помогли Адаму, погибают в этой борьбе. Хотя их было меньше, гаргульи-воины все же заставляют демонов отступить. Однако Адам захватывает оставшегося демона и принуждает его раскрыть истинную цель нападения. Это была просто ловушка. Пока гаргульи отвлекались, Зуриэль похитил королеву Леонор и доставил ее в театр Уолтона. Узнав о местонахождении Леонор, Адам не теряет времени и убивает демона, который раскрыл информацию. К сожалению, Леонор уже была увезена в театр Уолтона Зуриэлем. Гидеон, как советник, действуй быстрее. Леонор – это единственный человек, способный установить связь с архангелом Михаилом, играя ключевую роль между гаргульями и их божественным вождем. Если ее не будет, их армия станет уязвимой. Отчаявшись, Гидеон принимает трудное решение. Гидеон находит журнал Виктора Франкенштейна в хранилище, где он был под защитой на протяжении многих веков. Он намерен обменять журнал на освобождение Леонор. Вместо зевак достает Зуриэль, держа Леонор в заложниках, и ставит журнал, пустяк в обмене за ее свободу. Гидеон говорит, что в журнале находятся исследования Франкенштейна о воскрешении мертвых. Это знание, которое дало жизнь Адаму. Без колебаний Зуриэль принимает сделку, освобождает Леонор и убегает с журналом. Гидеон быстро уводит Леонор в безопасное место. Тем временем Зуриэль спешит обратно в штаб, зная, что его хозяин Небариус намерен разгадать секрет воскрешения. Но прежде чем он доберется до цели, Адам появляется и начинает борьбу с демонами, стремясь вернуть журнал Франкенштейна. При всех усилиях Адаму не удается остановить Зуриэля, передающего книгу Небариусу. Небариус, не теряя ни минуты, передает это своим двум ученым, Таре и Карлу, приказывая им сразу же протестировать теории, содержащиеся в этом. Адам следует за Зуриэлем к таинственному зданию, вскоре осознавая, что это не что иное, как крепость Небариуса. Исследуя объект, он наталкивается на огромную камеру, заполненную трупами, подвешенными к потолку, что подтверждает его худшие страхи. Тем временем в замке Гаргульи напряжение растет между Леонор и Гидеоном. Гидеон, все еще убежденный, что Адам опасен, утверждает, что именно он стал причиной того, что Небариус неустанно их преследует, даже нападая на их крепость и убивая многих воинов. Однако Леонор с мудростью королевы напоминает ему, что Адам выжил более 200 лет, защищенный божественной силой. Если бы Адам был настоящим предвестником разрушения, Бог давно бы его убрал. Вместо этого им следует подождать и узнать истинную цель его существования. Тем временем Тара и Карл анализируют журнал Франкенштейна и раскрывают секрет его эксперимента. В 17 году 95-м Виктор Франкенштейн успешно реанимировал труп, используя 6 электрических угрей, создав общий заряд в 3000 вольт. Когда они обсуждают свои находки, Адам внезапно появляется перед ними. Тара замирает от шока, мгновенно узнав его. Он выглядит точно так же, как существо, описанное в журнале Франкенштейна. Без сопротивления она передает книгу. Но прежде чем Адам успевает покинуть место, в комнату врывается охрана, за которой идет Небариус.
Представляясь Чарльзом ученым, занимающимся исследованиями реанимации, Небариус пытается убедить Адама присоединиться к нему. Методы Франкенштейна помогут лечить и восстанавливать поврежденные тела, что может помочь человечеству. Но краем глаза Адам замечает Зуриэля, и в этот момент он осознает правду. Чарльз не тот, кем он себя выдает. На самом деле он Небариус, повелитель тьмы. Без колебаний Адам решает покинуть место происшествия. Тем не менее, после охоты на него в течение веков, Зуриэль был уверен, что Адам в конечном итоге найдет Тару, чтобы раскрыть правду о своем существовании. Во время своего побега Адам начал читать журнал своего создателя. Полной решимости найти ответы, он выследил Тару, когда она шла домой, подкрадываясь к ней незаметно. Адам рассказал о войне, которая идет между демонами и горгульями. Война, продолжающаяся веками. Он раскрыл, что ее начальник Чарльз не тот, за кого себя выдает. На самом деле он был Небариусом, князем тьмы и лидером демонических сил. В своей крепости Небариус собирал армию мертвецов, готовясь вернуть их к жизни, как это сделал Франкенштейн с Адамом. Но в отличие от Адама, эти бездушные тела станут сосудами для адских демонов, создавая армию нежити, чтобы истребить человечество. Тара сначала не поверила утверждению, но прежде чем она ответила, появился Зуриэль, превратившись в демона, и напал на Адама, чтобы украсть журнал Франкенштейна. Зуриэль быстро одолел Адама, прижав его к стене. Когда он готовился атаковать, Тара вмешалась, просив, чтобы Адам остался жив, так как ей было нужно его тело для исследований Франкенштейна. Воспользовавшись моментом, Адам ответил атакой, в конечном итоге убив Зуриэля, хотя и был ранен в процессе. Тара позже лечила раны Адама. Поняв, что Небариус угрожает, Adam urged her to get help from Leonore. Небариус мог в любой момент послать демонов за ними. Им было крайне важно остановить его армию нежити, пока не стало слишком поздно. Без душ эти воскрешенные тела станут лишь сосудами для демонической одержимости, создавая силу, которая будет убивать и порабощать людей. Прочитав журнал Франкенштейна, Тара стала уверенной в том, что сможет повторить его исследования. Кроме того, она дала обещание Адаму, что будет рядом с ним, как и намеревался Франкенштейн. Вскоре Тара получила звонок от Карла. Она срочно предупредила его, чтобы он как можно дальше уехал от Чарльза, и велела встретиться с ней на вокзале. Перед расставанием Адам вручил Таре кинжал, отмеченный символом гаргулей, волшебное оружие, способное убивать демонов за мгновение. Пока Тара шла к станции, Адам направился к замку гаргулей, чтобы попросить их о помощи. Однако, когда Тара прибыла, ее перехватили силы безопасности Небариуса, демоны в дисгайз, которые заставили ее вернуться к работе над проектом «Нежити». В это время в замке Гаргулей Адам встретился с Леонорой и рассказал ей о плане Небариуса. Легион из 10 тысяч мертвецов, все ожидающие воскрешения с помощью методов Франкенштейна. Их тела будут населены демонами из ада. С этой армией Небариус планировал захватить мир. Леонора, услышав это, потребовала, чтобы журнал Франкенштейна был уничтожен немедленно. Но вместо того, чтобы сразу отдать его, Адам предложил сделку. Он отдаст ей книгу, только если она поможет ему спасти доктора Тару. Неохотно Леонора согласилась. Но тайно она приказала Гидеону убить Адама, как только журнал будет в безопасности, чтобы он больше никогда не создавал проблем расе гаргулей. Вернувшись в свои покои, Адам забрал журнал, но его мучило чувство тревоги. Он и Тара обещали встретиться в безопасности. Но время прошло, и она так и не появилась. Адам неожиданно убил Гидеона, которому Леонора дала приказ устранить его. Не теряя времени, Адам поспешил на вокзал, где Тара и Карл планировали встретиться. Однако, когда он пришел, его поразило зрелище. Кинжал, который он подарил Таре, лежал брошенным на полу. В это время в главном офисе Небариуса Тара не согласилась продолжать проект по воскрешению мертвецов. Она узнала правду о Небариусе и его злых намерениях и не хотела быть частью этого. В ответ Небариус безжалостно убил Карла прямо у нее на глазах. Затем, с холодной жестокостью, он приказал ей вернуть Карла к жизни, используя методы Франкенштейна. Не имея другого выбора, Тара согласилась. После успешного воскрешения Карла, Тара была вынуждена реанимировать остальных мертвецов, которых подготовил Небариус. Адам уже сжег журнал Франкенштейна, чтобы никто не мог воспользоваться его знаниями.
Затем он направился в логово Небариуса, но прежде чем добраться туда, его поджидала группа Гаргульей под командованием Леоноры, посланная убить его. Адам не стал сражаться с ними до конца. Вместо этого он прогнал их, зная, что его истинная миссия – спасти Тару и положить конец извращенному плану Небариуса. Когда Адам достиг вражеской крепости, его немедленно встретили толпы демонов. С оружием, взятым у Гидеона, он сражался с монструозной ордой. Смотря на сражение, Леонора внезапно поняла истину. Адам намеренно заманил Гаргулий туда, заставив их сразиться с демонами. Адам продвигался вперед, ворвавшись в лабораторию, где, наконец, встретился лицом к лицу с Тарой и Небариусом. С непоколебимой решимостью он заявил, что Орден Гаргульи и человечество выживут, в то время как Небариус и его демонические силы будут уничтожены. Небариус засмеялся и снял маску, показав свою истинную сущность. После столетий избегания конфликтов, наконец начнется долгожданная битва. Адам Франкенштейн, первое воскрешенное существо, встретится с Небариусом, принцем тьмы, в решающей битве. Однако с самого начала Адам оказался в явном недостатке. Небариус был гораздо сильнее, легко одолевая его в бою. Даже те орудия, что Адам взял у Гидеона, не смогли причинить серьезный вред. Тело Небариуса было устойчиво к атакам. Тем временем внутри крепости ожившие мертвецы начали двигаться. Медленно, но верно. Демонические духи из ада стали опускаться, готовые овладеть новыми телами. К счастью, Леонора и Гаргульи начали собственное нападение, нацелившись на сердце крепости Небариуса. Они сражались, чтобы разрушить крепость, полные решимости остановить восстание нежити, прежде чем станет слишком поздно. Под угрозой были не только бездушные мертвецы. Адам, чье тело также было созданием оживленной плоти, теперь Адам рисковал стать жертвой демонов ада. Через мгновение Небариус поднял Адама в воздух, произнося заклинание с непоколебимой уверенностью. Он верил, что поскольку у Адама нет души, демоны смогут полностью контролировать его тело без сопротивления. Однако к шоку Небариуса овладение не удалось. Демоны не смогли завладеть телом Адама, потому что со временем он развил свою собственную душу. Через свои переживания, эмоции и развивающееся человечество Адам стал больше, чем просто бездушное существо. Он стал чем-то большим, чем просто существом, способным на мысли, радость и печаль. Ошеломленный этим откровением, Небариус на мгновение замер. Но Адам не колебался. Без колебаний он завершил глубокие порезы, которые ранее нанес на тело Небариуса, открыв скрытый символ Гаргульи, вырезанный в его плоти. Когда символ был завершен, он загорелся, сжигая Небариуса изнутри. В одно мгновение произошел мощный взрыв, который разрушил не только Небариуса, но и всю крепость, а также тысячи тел, ожидающих своего часа. Среди разрушений Адам и Тера едва успели спастись. Как только здание обрушилось вокруг них, появилась Леонор, подняв их на безопасное место и вернув в замок Гаргульи. Там она, наконец, простила Адама за убийство Гидеона, осознав, что он выполнил свое истинное предназначение, не только уничтожив демонов и Небариуса, принца тьмы, но доказав, что он больше, чем бездумное творение. Он стал чем-то уникальным, существом с душой. После веков поиска своей истинной сущности, Адам Франкенштейн наконец нашел свой ответ. Из записей своего создателя он осознал, что его жизнь не случайна. Его цель была понятна – использовать силу, которую он получил, баланс между жизнью и смертью, чтобы бороться с тьмой, угрожающей миру. И на этом история завершилась. Урок из этой истории. Если вы собираетесь бросить своего монстра, оставьте ему хотя бы инструкцию по борьбе с демонами для начинающих. Иначе он может случайно начать 200-летнюю войну. Также не доверяйте ученым, работающим с мертвыми крысами. Они, вероятно, не на стороне добра.